У меня есть такая проблема сейчас. Мне было бы неплохо найти какую-то подработку, но мне дико страшно это делать. И мне непонятно почему, потому что я сменила уже очень-очень много разных работ. И каждый раз, когда я ищу новую работу или подработку, у меня внутри все холодеет просто от ужаса. И я всю ночь об этом думала. И мне кажется, я начала больше понимать, почему это так страшно каждый раз. Потому что вот изначально, не у всех, конечно, людей так, но у многих людей, которых я знаю, и у меня с самого детства такая ситуация, что мы видим наших родителей, по примеру которых учимся и живем в итоге. Даже если неосознанно, если мы этого не хотим. Тем не менее. И что же мы видим? Мы видим с нашего детства, начиная, как родители приходят после работы, уставшие, злые. Они ругаются на нас, потому что у них нет настроения и нет сил, чтобы нормально с нами разговаривать после работы. И у нас в голове образовывается мысль, что работа – это что-то очень тяжелое, злое и плохое. Потому что мама с папой приходят, или только папа, или только мама, у всех по-разному. И по ним не видно, что они счастливы из-за своей работы. Они туда ходят просто, чтобы были деньги, чтобы жить. При этом они не пытаются найти новую работу, потому что у них уже одна есть, они, в принципе, деньги получают, и это все, что им нужно. Потому что если они начнут искать новую работу, это отнимает слишком много сил, времени, и пока ты ищешь работу, ты деньги не получаешь. А семью содержать как-то надо. Надо еду покупать, там одежду покупать, детей содержать, и все, 3, 5, 10. И вот мы вырастаем в итоге. Не все мы, напоминаю, у всех разные семьи, разные ситуации. Это я по своему внутреннему личному опыту. Плюс некоторые люди, которых я знаю, примерно такая же ситуация бывает. И вот когда мы сами начинаем искать работу, мы это в основном делаем нехотя, потому что многие люди не работают по специальности, на которую они выучились. Некоторые тут вообще не выучились. И получается, что это нам в тягость. Мы ищем работу, чтобы зарабатывать деньги, а не чтобы получать удовольствие. И это логично, потому что работа существует, чтобы получать деньги и жить. Типа, общество так работает, с этим мы ничего не можем поделать. Но мы забиваем на наши внутренние желания и чувства, любые причем. Типа, вот нравится человеку что-то делать, там, играть на музыкальном инструменте, или танцевать, или еще что-то. И он понимает, что он этим не заработает. Потому что нам говорят, художники не зарабатывают. Они бомжи, одеваются в рваные и едят одну хлебушку, и то, если им подадут как милостынь. Там музыкант, это значит только на улице ты играешь на гитаре и попрошайничаешь. Если танцор, то как бы там вообще вариантов очень мало. Никто не думает о том, что то, что тебе действительно нравится делать, может приносить тебе деньги. И это очень грустно, это капец как грустно, потому что я теперь в этом уверена. Я даже не попробовала зарабатывать деньги тем, что мне нравится делать. Но я уже наперед знаю, не знаю, я уверена просто в этом, что у меня ничего не получится. Я не смогу зарабатывать тем, что мне нравится. Как бы я ни старалась, как бы я этого не хотела. Просто потому что. Типа, я не пыталась. По факту я не пыталась зарабатывать тем, что мне нравится, потому что мне стыдно. Мне стыдно за все, что я делаю. Мне стыдно за то, что я очень средненько рисую. Из-за этого я постоянно себе и другим людям говорю, что я вот рисую, но это типа для себя, потому что мне там внутри нравится это делать. Я там пишу что-то, например, какие-то истории или еще что-то. Раньше стихи писала, это вообще интересно было, да.
подростковый период, это классно. Нет. И вот я понимаю, что все, что я более-менее умею делать, и то, что мне нравится, оно никому, кроме меня, не нужно. Потому что меня изначально так программировали, что вот делай, что хочешь, вот это рисуй, вот это делай, а потом найди нормальную работу. А нормальная работа — это любая работа, которая тебе не нравится почему-то. И вот каждая работа, на которой я была, я ее ненавидела, просто люто ненавидела. Причем неважно, какая она, даже если она у меня получалась, у меня любая работа получалась, которую я делала, я не выдерживала не больше, чем полгода и увольнялась, потому что это слишком тяжело морально. Вот в моей голове есть уверенность, что работа — это либо тяжело физически, либо тяжело морально. И как бы среднего не дано, выбора нет. Если ты хочешь получать деньги, чтобы жить, то есть выбора у тебя по-любому нет, тебе надо жить, ты должен делать то, что тебе не нравится, как минимум 5 дней в неделю, как минимум по 8 часов. И еще хорошо, чтобы на дорогу где-то от 40 минут до 2 часов уходило. Потому что иначе слишком просто. Слишком просто — это плохая работа. Это хреновая работа, это все, это не считается как работа. Собственно, что я пытаюсь этим всем монологом сказать, это то, что я в ужасе от мысли, что мне нужно будет найти какой-либо способ, чтобы зарабатывать какие-либо деньги, ну, просто чтобы у меня были деньги. Типа, деньги нужны. Никто не может это отрицать, потому что все хотят кушать, все хотят одеваться, все хотят жить. Причем, хотя нет, не все хотят жить. Да. Еще проблема в том, что я понятия не имею, как зарабатывать на том, что мне нравится делать. Потому что, я понимаю, как это в принципе работает. Например, если я хочу зарабатывать на блоге, на моем канале, то мне нужно покупать рекламу и снимать контент, который может заинтересовать, типа, широкую публику. Как широкую, какую-либо публику, пожалуйста. Если я хочу рисовать, то мне нужно научиться лучше рисовать, потому что, очень любительская рисовка мало кого интересует. Всех интересует, чтобы идеально, причем идеально это у каждого по-разному. У кого-то это определенный стиль, у кого-то это реализм, у кого-то еще что-то. У кого-то это портреты, у кого-то это живопись с природой. И тут как бы тоже не угадаешь. Это каждый человек по-своему видит. Если брать писательство, серьезно, кто зарабатывает на писательстве? И это я в полусерьезном тоне говорю, потому что я понятия не имею, как на этом зарабатывать. Я просто делаю что-либо, потому что мне приятно это делать. Денег оно мне не приносит. Это прискорбно, мне грустно. И больше, чем грустно, мне только страшно, опять же, потому что я не хочу страдать. Я не хочу заставлять себя постоянно жить в таком ритме, когда ты не чувствуешь себя человеком. Ты заставляешь себя просыпаться в то время, в которое твой организм не хочет просыпаться, чтобы идти в место, в которое ты не хочешь идти, делать то, что ты не хочешь идти. И если еще больше не повезет, то общаться с людьми, с которыми ты не хочешь общаться. Это вообще комбо. Самое страшное то, что мне кажется, многие люди не верят в себя так же, как я, и они находят работу, и эта работа у них практически на всю жизнь, при том, что она им не нравится, скорее всего. Но я понимаю, что у многих людей действительно нет выбора, потому что, у нас так получается, что у людей очень мало вариантов, потому что либо они в себя не верят, но у них есть то, что им нравится, либо у них нет какой-то такой вещи, которая им прям нравится. И мне кажется, так происходит, опять же, мне кажется, потому что нам не дают найти то, что нам нравится. Мы изначально ходим в детсад, учимся функционировать как люди,
там разговаривать, ходить, вот это вот все. И у нас никто не спрашивает, чего мы хотим. Типа, ну понятно, игрушки, вещи, все это. Но это необходимо, чтобы просто развиваться, чтобы стать человеком. Но чтобы стать личностью, чтобы найти что-то для себя в этой жизни, чтобы, типа, жить нормально, счастливо жить, а не заставлять себя. Нам этого не дают, потому что мы идем в школу, после садика, естественно. Мы идем в школу, и чему нас там учат? Читать, писать, считать, молчать, не выражать свое мнение, нигде вообще никаким образом не выражать свое мнение. Ни в одежде, ни в сочинениях. Хотя где, как не в сочинениях, выражать свое мнение. Особенно если сочинение звучит как «Что вы думаете насчет вот этой вот ситуации или насчет вот этого вот человека или автора?» Ты пишешь свое мнение, а тебе пишут «Оно неправильное». Какого хрена я писала это, если оно неправильное? Оно правильное, потому что оно мое. Оно может отличаться от твоего, учительница, но это не значит, что оно неправильное. Возможно, оно некорректно сформулировано, не раскрыто, но оно мое. Типа, и все. Оно просто отличается от твоего. Что-то я бомбанула немного. И вот после этого всего, после того, как нам просто не дают понять, чего мы хотим, мы заканчиваем там 9 или 11 классов, и нам сразу говорят, иди учись дальше, причем сразу выбирай какую-то профессию, чтобы ты на нее учился. И ты такой 16-летний чувак, которому не дали понять, что он хочет. Это тоже не во всех ситуациях. То есть есть люди, которые типа с 10 лет буду врачом и все, и идет всю жизнь на врача. Но многие люди типа... А чего я хочу? Я пойду туда, куда родители скажут. Или заставят. Или выберу какую-то, которая не такая сложная. Или та, которая будет денег мне больше приносить. Потому что у человека просто нет понимания, чего он хочет. И вот, когда нет осознания самого себя, нет времени, чтобы осознать себя, нас просто, типа, постоянно куда-то отправляют. В детсад, в школу, там, в колледж, в универ, а потом сразу на работу. Причем, опять же, по специальности, я не знаю людей, которые работают по специальности. Типа, они выучились на одну фигню, а идут работать на другую, потому что, ну, они не хотят работать тем, кем, типа, учились все эти года. То есть они потратили очень много лет своей жизни впустую. Типа, опять же, все время школы и все время, пока ты обучаешься в колледже или универе, ты тратишь свою жизнь на то, чего не хочешь, и у тебя нет времени понять, чего ты хочешь, потому что ты либо еще параллельно работаешь, когда ты закончил школу, потому что, ну, типа, деньги уже нужны, ты как бы уже взрослый, почти совершеннолетний или совершеннолетний, или ты тратишь свое время, чтобы учиться. И опять же, если ты не тратишь время, чтобы учиться и зарабатывать оценки или там зачеты, тебе нужны деньги, чтобы платить за это. Потому что у нас в стране это так работает. Ты либо впахиваешь, учишься, либо ты работаешь и платишь за оценки. Зачем такое образование в принципе нужно? Я не понимаю. Причем без высшего образования ты не найдешь работу. Нет, я найду работу. Лично я находила работу. Я не говорю, что высшее образование это что-то ненужное. Если ты уверен, что ты хочешь на это учиться, и ты хочешь дальше быть, типа, работать по специальности, то я вообще уважаю таких людей. Типа, чувак определился, это классно, я тоже так хочу. Но что-то пошло не так в моей жизни, и я понятия не имею, чего я хочу. Я знаю, что мне нравится делать, и я знаю, что мне не нравится делать. А вот где денег взять, я понятия не имею. Ну, где их взять так, чтобы мне это нравилось, чтобы мне приносило удовольствие то, что я делаю, а не просто, вот, повторяюсь, опять-таки, заставлять себя зарабатывать деньги, чтобы потом заставлять себя жить. Это неправильно. Ну, опять же, это все мое мнение, потому что это мой канал, мой блог. Куча моих видосов не связанные ничем между собой, кроме того, что там есть я. Это
грустно. И я понятия не имею, что с этим делать. Потому что я понятия не имею, вот, как изменить то, что внутри меня много лет прорастало. Страх перед работой и абсолютное непонимание, как зарабатывать на тех вещах, которые мне нравятся. Скорее всего, я просто недостаточно стараюсь, недостаточно разобралась, недостаточно искала, недостаточно составляла себя и все остальное. Но суть в том, что я в курсе, что я виновата в той ситуации, в которой я нахожусь. Что это не родители мои виноваты, не общество виновато. Оно не очень хорошее, оно мне не очень нравится, но это, опять же, мое мнение. Это мое сочинение с моими мыслями. Для меня оно правильное. Оно поддается сомнениям, и об этом можно дискуссировать. То есть я понимаю, что я не всегда права. Это очевидная вещь. Я не должна это объяснять сама себе. Хочется найти что-то для себя в плане... Хочется жить так, как хочется, а не так, как может. Попытаюсь не унывать. Хотя бы немного, пожалуйста. Наговорила грустной фигни и ухожу. Так неловко. Не опечаливайтесь, я вас прошу. Я тоже попытаюсь не опечаливаться. Насколько это возможно. Мне постоянно хочется вот так вот и под стол залезть. Сидеть под столом и ни о чем не думать.